Привет! Сегодня продолжаю ностальгировать по ушедшим временам и собирать старые наборы от ТВД. Буду собирать опять модель автомобиля, который бороздил наши дороги очень давно. Сейчас такой автомобиль уже не встречается. Но когда-то выход этой модели меня очень сильно вдохновил на сборку вообще модели целиком, поскольку первый раз я увидел, что выпускают модель машины, которая у меня по сути ездит по городу. Слава богу, у меня тогда танки не ездили по городу. Вот, поэтому модели от Звезды, от Дрэгона меня не очень вдохновляли, не очень интересовали. А вот собирать реальные автомобили современности было очень интересно. И, собственно, эта модель у меня примерно с 2017 года. Сама даже коробка до сих пор у меня валяется. Валялась до тех пор, пока я не принялся ее собрать. И соберу сейчас ее на видео. Соберу, естественно, окрашу. То есть будет полностью готовая модель. Причем эта модель старого, очень старого дизайна ТВД. Тут она сделана в виде такой посылки с открыткой, что ли, с марками. И бокс-арт такой тоже ностальгический, причем без пасхалок в виде известных личностей. На ней вот бабка ругается на самосвал. Ну, прикольно. На обратной стороне тоже другие раритеты от ТВД, которые уже точно никогда не найти. Которые очень давно такие модели не перевыпускали АВД, они не перевыпускали МАЗ, ЗИЛ-131 с Кунгом, такой МАЗ самосвал карьерно не перевыпускали. По-моему, ЗИЛ выходил с квадратным самосвальным кузовом. Такой МАЗ тоже не перевыпускали. Ну и Урал, Град Урал. Вообще военная тема что-то в АВД не сильно заходит. Я заметил по интересу вообще людей к военной теме в АВД. Но тем не менее, не выпускают такие модели. Так что у нас внутри коробки в итоге? Внутри коробки инструкция. Тоже довольно-таки странного дизайна. Она хотя бы скреплена на этот раз. Так что, в принципе, по логике можно понять. А нет, кстати, она еще неплохая. То есть она даже еще понятная. То есть тут эти шаги. Да, она более-менее. Ну да, вот этот, конечно, перегруженный шаг. Его, конечно, желательно разбить на 2-3 шага. Но, в принципе, разобраться можно. Не так сложно. Вот, и хоть нету неадекватных проекций, в принципе, готовая модель, как она должна получиться. Вот эти подставочки, они для крепления модели в боксе, то есть это такой рудимент от модели от ССМ. То есть те модели, которые готовые, продает тоже кастомская фирма. Так, в наборе у нас металлическая кабина. В принципе, без особых изъянов. Вот, единственное, я бы почистил бы вот этот участочек со следами от формы, которые заливали. Так, а в принципе тут особых-то косяков-то и нету по литью. Единственное, меня все время смущают вот эти фонари автопоезда. Думаю, насколько они уместны для самосвала. Ну ладно, оставим как есть. Также за кадром я собрал самосвальный кузов. При этом он открывается и закрывается. Такая интересная фишка. Правда, что-то она не до конца закрывается. Непонятно, как это починить, чтобы он закрылся. Но, тем не менее, он может быть открытым. Не, все равно непонятно. Может, тут достаточно плотно. Так, ладно, может его просто сделать закрытым, чтобы он так не был с щелью. Так, дальше я, собственно, подсобрал раму с подрамником для самосвального кузова. То есть, по идее, на готовой модели самосвальный кузов будет подниматься и опускаться. То есть, вот так прикинем. Ну да, то есть, вот так вот подниматься и опускаться. То есть, тут мы установим гидроцилиндр. Ну, имитацию, естественно, гидроцилиндр, не настоящий гидроцилиндр. Я думаю, что многие понимают, что это все-таки модель, да? Именно стендовая модель, то есть не действующая. Модель довольно-таки простенькая, упрощенная. Так, у меня слетел воздушный фильтр. Так, сейчас мы его поставим на место заодно. Раму я буду окрашивать в черный цвет. Ну и отдельно у меня пойдет в окраску салон с кабиной. То есть вот так вот будет одеваться.
кстати, даже без проблем он надевается. Да, и пока я еще не отделял от конька элементы облицовки. Это решетка радиаторная и вот эти воздухосборники. И, в принципе-то, на наборе больше ничего интересного-то и нет, кроме мелочевки. Покрышки, кстати, более-менее адекватные. Единственное, есть полоса посередине, но ее мы спилим. И, в принципе, получается вполне добротная модель. Все, тогда отправляю ее в окраску. Вначале загрунтовал модель аэрозольным грунтом, причем белого цвета, от фирмы Куда. Причем, что интересно, качество аэрозольного грунта от этой фирмы зависит от цвета грунта. Это прям какая-то странность. Поэтому серый мне давал очень сильную шангрень, а вот белый ложится более-менее ровно. Я решил покрасить кабину самосвала в серый цвет, причем такой светло-серый. Мне таким он запомнился почему-то именно из детства. Такой мышиный, даже не мышиный, а вот такой светло-серый, выцветший цвет. И, собственно, вначале я покрыл модель в базовый слой, а потом уже крышу, внешние панели, двери покрасил чуть более светлым оттенком этого серого цвета, то есть добавив каплю белой краски. Самосвальный кузов я окрашу тоже в серый цвет, только чуть потемнее. Мне кажется, такое сочетание цветов будет довольно-таки выигрышно смотреться на модели и интересно. При этом я выбрал чуть более темный серый цвет, тем более с серым цветом очень легко взаимодействовать. То есть чуть-чуть добавляешь черный, получается темно-серый цвет, добавляя белый, получается светлый серый цвет, что логично. То есть с другими цветами так, скорее всего, легко не получится взаимодействовать. Тут я использую краски мачете, которые вроде бы выполнены на спиртовой основе, но и они, в принципе, отлично работают в аэрографе, то, что, в принципе, мне и надо. Покрышки я сразу решил загрязнить, не устанавливая на модель, при помощи сухого пигмента от фирмы МИГ. Это еще у меня досанкционный запас. Сейчас, наверное, такие уже пигменты не найти, но есть аналоги от российских производителей, которые, в принципе, не хуже. Тут я выбрал, опять-таки, оттенок Industrial City Dirt, индустриальная городская грязь, пыль. Собственно, для моего образа, для образа будущего самосвала это идеально будет подходить. Я вбиваю пигмент прямо в покрышку и протираю пальцем. То есть таким образом пигмент, который имитирует грязь, пыль, прям вбивается в протектор, и получается очень реалистичный результат. И после этого я уже устанавливаю покрышки на свои места. При этом пока не бойтесь диссонанса такой блестящей рамы и грязных покрышек, я потом все это чуть позже уже выровняю по цвету, по грязи. Я решил срезать выступы на дисках, которые шли на модели изначально из коробки, чтобы было проще устанавливать. Тем более уже грязные покрышки очень неудобно будет засовывать в горячую воду, тем более пигмент смоется водой. Поэтому я решил вот тут именно таким способом прибегнуть, а не разогревать покрышки, как это рекомендуют многие моделисты, даже у меня в комментариях были такие советы. То есть, если вы делаете чистую модель, да, выступы можно оставить. А вот если вы делаете все-таки грязную модель, и вы решили таким вот способом загрязнить покрышки, то лучше срезать выступы, и они спокойно надеваются и держатся, в принципе, тоже спокойно на модели. Вот сколько моделей у меня стоят, там, десятилетиями на полке, ничего с ними не происходит. Все-таки мне такие самосвалы тоже запомнились довольно-таки такими пошарпанными, грязными, тем более самосвальный кузов редко бывает, когда прям идеально выкрашен. Первая же загрузка и стирается краска, особенно если он возит щебень, мусор, там, не знаю, строительный мусор, песок то же самое, то есть это все абразив, тем более кузова царапают экскаваторы, погрузчики, которые загружают в него материал. И поэтому я решил вот так вот содрать краску на модели, то есть нарисовав сколы черно-коричневой краской, больше черный оттенок, потому что я не хотел делать ржавый. Да, если бы самосвал стоял бы под открытым небом и не работал бы, да, вот эти сколы становились бы ржавыми. Но поскольку самосвал у меня рабочий, он постоянно работает, то ржавчина абразивом сдирается. Поэтому тут надо использовать только именно черные оттенки. Черной смывкой от фирмы Tamiya я выделю небогатый рельеф кабины. Тут нужно мне выделить переднюю панель кабины, и дверные проемы, и на крыше интересно вот эту выштамповку усиливающую. То есть, чтобы модель смотрелась интересней. То есть, очень просто. Тут я стараюсь именно попадать в щели модели точно, чтобы потом поменьше стирать, чтобы модель не казалась грязной. Но даже если она будет грязной, то с глянцевой поверхности излишки смывки очень легко стирать. Точно так же я смывкой выделю рельеф и самосвального кузова. Тут я делаю примерно то же самое, только тут я могу позволить себе чуточку неточностей, поскольку самосвальный кузов все-таки имеет право быть грязным. За кабиной водитель следит, а самосвальный кузов всегда в работе.
и даже если где-то будет грязь от смывки, то она будет смотреться вполне органично. Не будет дополнительно создавать тени, и эффекты грязи тоже будут отлично дополнять образ готового самосвала. И потом, когда чуть-чуть смывка подсохла, я даю ей подсохнуть примерно минут 10, я беру ватную палочку, и смачиваю чуть-чуть в спирите, который я использую, и протираю излишки смывки на модели. То есть, поскольку я использую ватную палочку, то как раз ворсинки не попадают в глубь рельефа и убирают именно остатки смывки с поверхности. И получается чистенькая, рельефная, красивая модель. Теперь я ставлю остекление на свое место. Тут я устанавливаю фары головного света. Я поворотники прокрасил в оранжевый цвет при помощи тамильских лаков. И теперь при помощи клея для прозрачных деталей устанавливаю фары головного цвета на свои места. Также я установлю остекление и на кабине. Я прокрасил уплотнение при помощи кисти матовой черной краской. И при помощи клея для прозрачных деталей от фирмы Pacific 88, его можно найти на Озоне, на Вальбересе, и в модельных магазинах в том числе. Устанавливаю стекла на свои места. Хотя стекла, в принципе, могут держаться и без клея, но я не рискую. И тем более это не клей момент, он не оставляет следов, но сохнет чуть-чуть подольше. Теперь я привожу образ шасси с образом покрышек, чтобы все было одинаково, равномерно. И для этого тоже использую сухие пигменты того же оттенка. Вначале я наношу пигменты на шасси, вот так особо без разбора, просто главное, чтобы сделать грязненько, чтобы не было черных блестящих деталей, в итоге видно на готовом шасси. При этом не забывая про углубление, многие забывают вот именно нанести грязь и на внутренней поверхности подкрылков или крыльев, тем более там-то они особо больше всего грязи и получается. Да, если посмотреть на реальной машине, то есть грязнятся именно там, где колеса свои, где грязь летит именно из-под колес во время движения. И потом, чтобы закрепить пигмент и заодно сделать более интересный рисунок грязи, я беру White Spirit и вот так вот промакиваю, по сути, все шасси, прям заливаю, можно сказать, этим White Spirit весь пигмент. И после того, как пигмент высохнет, будет очень интересный, натуральный прям рисунок грязи. То есть такая остатки от жидкой грязи получается, и остатки от пыли получается. То есть вообще шикарный эффект. Вот. И всем это рекомендуют именно вот так вот применять пигмент. И заодно пигмент сам по себе закрепится на модели, и его будет очень тяжело тряхнуть рукой. Теперь я устанавливаю кабину на свое место. Это была нетривиальная задача. То есть я несколько подходов использовал. И поскольку кабина встает очень туго, мне пришлось применить силу и чуть-чуть надфилем расширить кронштейны кабины. И теперь на свое место я примеряю облицовку радиатора. Она такая выполнена в черном цвете. Я ее окрасил в черный цвет из аэрографа. И буквы МАЗ окрасил сухой кистью белой краской, поскольку чисто белый я не могу попасть по буквам МАЗ, тем более они очень мелкие. И обратите внимание, поскольку эта облицовка не вставала у меня в готовом виде, как деталь дал производитель, я чуть-чуть подрезал штрик для установки, чтобы панель вот эта не выделялась из рельефа кабины. И теперь просто беру суперклей. Можно использовать любой суперклей, который вы найдете в хозяйственном магазине. Там тоже на маркетплейсах есть куча видов отечественных клеев. И они, в принципе, все одинаковые по качеству. Кому какой просто подойдет, тот и использует. Я, например, не могу понять, какой клей идеальный, и беру первый попавшийся. Правда, дорогие, дешевые, так что, в принципе, особо без разницы. Теперь я устанавливаю гидроцилиндр на подрамник и получаю действующий кузов. То есть там гидроцилиндр будет подниматься и опускаться. Естественно, с мышечной силой человека, который будет это делать. То есть там нет настоящего гидроцилиндра. Это же не настоящая действующая модель, это все-таки модель стендовая. И надо показать общий внешний вид модели. Но тем не менее, благодаря такому нехитрому способу, получается очень эффектная модель на полке с открытым кузовом. Можно ее установить, и будет она, в принципе, радовать глаз. Также мне необходимо загрязнить самосвальный кузов. Тоже буду использовать тот же пигмент. Будем считать, что самосвал возит, не знаю, грунт, наверное, грунт, да, со стройки. Если песок, то можно взять пигмент песочного цвета и точно так же нанести кисточкой. Так более-менее равномерно, особенно забивая в углы. Это прям критично, поскольку обычно грязь на пустом кузове забивается именно в углы, и она тут не вычищается никак. И даже если дождь пойдет, то как раз грязь сгонит в углы. И вот так просто наношу пигмент, и потом White Spirit, тут я использую художественный White Spirit, также наношу этот White Spirit на пигмент, и он засыхает, никуда не девается, пальцем его потом не содрать.
И этот васпирит, как жидкость, он прям, по сути, сымитирует движение жидкости от дождя и загонит пигмент и грязь в углы самосвального кузова. И получится прям действительно очень натурально. И потом по итогам фото вы посмотрите. Круто реально получилось воссоздать вот этот самосвальный кузов грязный после использования на стройках или на каких-то других строительных объектах, работах. В принципе, как у настоящего самосвала, вы всегда можете наблюдать и в своем городе эту строительную технику. Собственно, в чем его, эта техника и кайф. Мне осталось разместить на свои места и прочие элементы кабины, дверные ручки, в частности, габаритные огни. И теперь я устанавливаю самосвальный кузов на свои места. Я суперклеем смазываю точки крепления на подрамнике. Вот эти штырьки, кстати, это очень удобно. И теперь нужно попасть самосвальным кузовом в эти штырьки на подрамнике и дать клею чуть-чуть подсохнуть. В принципе, у меня получился вполне себе настоящий рабочий самосвальный кузов. Вообще модель получилась очень такая реалистичная. Я прям очень доволен работой. И, конечно, тут есть и косяки вы наверняка найдете. Например, я опять не до конца запылил диски на ходовой части. Но будем считать, что водитель этого самосвала, он как бы фанат дисков, и поэтому он такие чистые оставляет, все время чистит их. И номерные знаки я размещу на бампере. Кто есть из этого региона, отметьте в комментариях, будет интересно почитать, с каких регионов смотрят мои видео. И вот такой самосвал у меня получился, такой симпатичный маленький МАЗ с откидывающимся кузовом. Он получился таким вот загрязненным, можете лицезреть его на итоговых фотографиях. Ну и, в принципе, я очень доволен результатом. Если вам тоже понравилась работа, то отмечайтесь в комментариях. Я все комментарии читаю, пытаюсь отвечать. Если какие-то вопросы, то тоже буду рад ответить, какие-то консультации провести. Так что увидимся в новом видео. Пока-пока.